Друзья, всем привет! Сегодня готовим многими любимую кабачковую икру на зиму. Я вам покажу свой любимый рецепт, по которому готовлю уже много лет. Икра получается очень нежная и вкусная. По вкусу очень напоминает ту самую икру из нашего детства, как в магазине. Вкусно, как в нашем счастливом безоблачном детстве. Только готовим мы ее сами, из натуральных домашних продуктов. Делается все очень быстро и просто, сейчас все подробно расскажу. Подготовим все продукты, я срезаю кончики у кабачков и обязательно счищаю, срезаю кожицу. Также, если кабачки у вас крупные, нужно будет вырезать семена, чтобы икорка получилась нежной. Кабачки крупно нарезаю, морковку тру на терке. У меня вот такая корейская терка для морковки, но вы просто можете натереть ее на крупной терке, это значения не имеет. И также мне нужно нарезать репчатый лук. Овощи я уже подготовила, теперь я беру кастрюлю, желательно с толстым дном, ставлю на огонь и наливаю растительное масло. Беру растительное масло без запаха, рафинированное. В горячее масло разогретое отправляю лук и к луку отправляю морковку. Сюда же можно сразу же добавить кабачки, все перемешать и тушить под крышкой примерно 30 минут на маленьком огне. Икра будет уже практически готова. Но так как у меня объем кастрюли недостаточно большой, поэтому я потушу кабачки отдельно. Лук с морковкой я уже немного обжарила в масле. И теперь отдельно потушу кабачки. Посмотрите, кабачки стали такими мягенькими. Добавляю лук с морковкой обратно к кабачкам. Все перемешиваю и тушу на маленьком огне под крышкой около 30 минут. Овощи должны за это время стать очень-очень мягкими и нежными, хорошо развариться. Тогда икра получится действительно очень нежной и вкусной. Прошло уже 30 минут. Посмотрите, овощи очень хорошо протушились, стали мягкими и нежными. Я беру обычный погружной блендер и пробиваю овощи, измельчаю их до однородности. Только посмотрите, какая гладкая однородная консистенция. Блендер отлично справляется с мягкими и хорошо протушенными овощами. И теперь, когда икра уже практически готова, я добавляю соль, сахар и другие специи. На 3 кг кабачков я добавляю 1,5-2 столовых ложки соли, 1 чайную ложечку сахара, перец черный молотый я добавляю 1/4 чайной ложки, а также добавляю 2-3 столовых ложки томатного соуса или любого вкусного кетчупа. Обязательно попробуйте икру на вкус, и если вам чего-то не хватает, доведите ее до вашего вкуса. После того, как добавили все специи, я тушу икру еще 10 минут, обязательно под крышкой, потому что она очень сильно булькает, можно обжечься, поэтому будьте осторожны, пожалуйста. Берегите себя. В самом конце добавляю 2-3 столовых ложки 9% уксуса. Перемешаю, и икру уже можно раскладывать по стерилизованным банкам. Банки надо простерилизовать заранее, и я поделюсь с вами своим любимым способом. Таким образом, можно приготовить сразу же очень много баночек и потом даже не думать, не вспоминать об этом. Я просто хорошенько, тщательно промываю банки, переворачиваю их на решетку, ставлю в духовку в холодную, нагреваю духовку до 120 градусов. Таким образом, стерилизую банки примерно 15-20 минут, пока они полностью не высохнут. Крышки мою и кипячу. Все, икру можно раскладывать по банкам и закручивать крышками. Крышки можете брать любые, как винтовые, так и под машинку, это не имеет значения. И когда разложили икру по баночкам, то я оставляю их на некоторое время под одеялом или под теплым каким-то полотенцем, под пледом. Когда баночки полностью остынут, я убираю их на хранение в темное место. Такая икорка отлично хранится даже при комнатной температуре в темном шкафчике. А зимой какая красота! Откроем баночку вкусной заморской кабачковой икорки, намажем ее на ломтик батона, и можно наслаждаться, что еще надо. Друзья, если вам понравился рецепт, напишите, пожалуйста, в комментариях «хочу кабачки» или «хочу икру». Обязательно приготовьте икру по этому рецепту, я уверена, что этот рецепт вам понравится и станет вашим любимым. А также поделитесь рецептом с друзьями и подружками в соцсетях. Напомню, что с вами Олеся на канале «Готовим дома». Обязательно подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Новые видео выходят на канале 2 раза в неделю. Ну а я прощаюсь с вами до новых вкусных рецептов. Всем прекрасного настроения, вкусной икры, пока-пока и скоро увидимся!